Всем привет, меня зовут Максим Дахин, я являюсь техническим директором и основателем группы компании Crocs. Сегодняшняя лекция будет посвящена вовсе не антеннам, потому что для дальнейшего понимания нам все-таки придется немножечко поговорить о физике. И сегодня хочу поговорить об интерференции. Что это за явление такое? Многие из вас, надеюсь, все изучали в школе физику и помнят различные эксперименты об интерференции. Я не хочу о них рассказывать, я просто хочу напомнить о том, что такое сила. Да, будем пользоваться простыми ассоциациями. И скажем так, вот у нас есть какой-то предмет, допустим, шарик, и мы будем его толкать. Приложим силу сюда и приложим силу сюда. То есть мы как бы толкаем этот шарик с двух сторон. Пусть длина этого вектора соответствует приложенной силе. Допустим, мы толкаем этот шарик с силой здесь 1 ньютон и здесь 1 ньютон. Пусть наш шарик находится на какой-то поверхности, и сопротивление качения у этого шарика, допустим, также 1 ньютон. Сила будет направлена вот сюда, сопротивление качения. Сложив все эти вектора, мы получим результирующую силу. Сейчас я не буду писать какую, но скорее всего она будет больше нуля. То есть усвоить вам нужно от этого только следующее, что складывая вот эти векторы, мы получаем результирующий вектор. Хочу пояснить, при векторном сложении результирующий вектор будет зависеть от угла между вот этими векторами. То есть если бы у нас угол был бы нулевой, мы прикладывали бы две силы, то результирующая длина вектора была бы 2 ньютона, если у нас не было бы сопротивления качению. Но в данном случае, чем шире угол, тем, соответственно, вот эта результирующая сила будет получаться меньше. Это все, что вот вам сейчас нужно. Я пытаюсь у вас вызвать некий ассоциативный ряд. Далее поговорим о следующем, об электромагнитных волнах. Что такое электромагнитная волна? Электромагнитная волна — это две ортогональных составляющих. Это электрическая составляющая и магнитная составляющая. Эти составляющие, поскольку они являются векторными величинами, взаимодействуют между собой. Также очень важно, взаимодействуют между собой только те составляющие, которые совпадают по частоте колебаний. То есть сейчас я рисовал статические векторы, а вот электромагнитная волна — это векторы, которые постоянно изменяют свое направление. И плюс они еще изменяются по амплитуде. И здесь, то, что я рассказал, в принципе, вам будет достаточно. Потому что все остальные антенны, они уже, если до этого мы рассматривали антенны, скажем так, очень простые, там один излучающий элемент, отражающая система и фокусирующая система, то все остальные более сложные типы антенн, они основаны так или иначе на интерференции, где излучение нескольких источников будет складываться между собой. И таким образом образующееся усиление есть результат сложения векторного в пространстве мощностей. Итак, давайте рассмотрим, зачем далеко ходить, вот такую вот антенну. Это панельная антенна, состоящая из двух излучающих элементов.
антенна на частоту 900 МГц. И если мы посмотрим в такой плоскости, то что мы увидим? Я зарисую ее. Смотрите, не особо нет смысла. То есть вот наша плоскость антенны, вот один элемент, вот второй элемент. Если мы вспомним диаграмму направленности, то есть вообще каждый вот этот элемент, он дает усиление приблизительно 9 dBi. И у каждого из него вот такая подобная шарику диаграмма направленности. Он излучает какую-то волну. И этот излучает волну. У антенны есть такое понятие дальняя и ближняя зона. Пока я просто об этом скажу, а разговаривать мы об этом будем попозже. Так вот, излучение, поскольку оно у нас здесь, посмотрите, запитано от одного источника, соответственно, оно совпадает по частоте. С помощью вот этой микрополосковой линии оно разделяется пополам, уровень мощности, и поступает сюда и сюда. И что у нас происходит? Получается, по фазе все совпадает, по амплитуде все совпадает, по частоте все совпадает. И излучение каждой вот этой панельки, патча, оно складывается. Все это сложение происходит, скажем так, это все сложно. И все, что вам достаточно понять, это то, что интерферируя эти две волны, образуют уже более сложную диаграмму направленности. Вот в частности вот такую. Она немножко приплюснется. Причем если мы нарастим количество этих панелей сюда вверх и сюда вниз, то диаграмма будет получаться все более и более приплюснутая. Таким образом, мы, если посмотрим сверху, то мы будем смотреть, что здесь она такая вот, а сбоку она вот такая вот, сжимается в этой плоскости. В принципе, вот это вот вы должны сейчас усвоить. Также мы можем делать вот это сложение не только вот сюда вверх, а можем делать более сложное сложение. Ну, например, вот так вот. Вот такая вот панельная антенна. Здесь 16 элементов. И здесь вот он узел запитки. Сигнал расходится, делится на 2. Вот так вот реализованы высокочастотные делители с помощью этих микрополосковых устройств. Здесь дальше сигнал опять делится на 2. Здесь специальный трансформатор, симметрирующая линия. Об этом еще тоже, возможно, поговорим, если кто захочет. Дальше сигнал здесь особым образом делится уже на 4. Запитывают, ну, здесь инверсия фазы осуществляется. Вот. И стоит уже патч с небольшим директором. Вот он кругленький. Этот директор служит для того, чтобы, во-первых, немножко добавить усиление, во-вторых, он расширяет полосу рабочих частот. Ну, также на это еще влияет сама конструкция вот этого трансформатора, не последнюю роль играет. И, скажем так, вот излучение вот этих всех элементов, оно складывается где-то там уже в дальней зоне и образует очень острую диаграмму направленности. Я не помню точно какой угол, но по минус 3 дБ, кажется, это около 5 градусов, что-то такое. То есть она светит достаточно узким лучом. В ближней зоне мы будем принимать излучение хорошо и вот этих элементов, а в дальней зоне излучение будет уже идти очень-очень узким лучом. И давайте сегодня, наверное, еще поговорим о том, как складывается излучение вот в таких антеннах. Вот в данном случае у нас коллинеарная антенна, выпускаемая нами, это начинка, но она не до конца собрана.
И здесь у нас тоже вот они, покажу поближе, элементики вот такие вот идут и элементики вот такие. Как она работает, рассказывать не стану. Но смысл в чем? Излучение вот этих элементов, вот этих элементов, вот этих, оно также складывается. И уже, если мы, скажем так, взяли вот этот шарик B, пронизали его вот так антенной, то получили подобную тарелке диаграмму направленности. Вот так вот она ее сплющивает. И получается вот такая антенна. Чем мы ее длиннее сделаем, тем она меньше излучает вверх и сильнее излучает сюда. Я уже об этом рассказывал. Это двухдиапазонная антенна. Она состоит из антенны на 5 ГГц. Ну, она работает в диапазоне там, от 5 до 6 ГГц приблизительно. И вот эта часть уже работает, если я не ошибаюсь, на частотах в районе 2,4 ГГц. А еще здесь есть такой вот элементик маленький, посмотрите. Это специальный разделительный фильтр, который как раз разделяет, но делает из этой антенны две антенны. То есть там есть еще очень большая проблема в многодиапазонных антеннах, когда вы пытаетесь получить от одного элемента излучение в разных диапазонах частот, то получается проблемы с формированием нужной диаграммы направленности. Об этом, я думаю, сниму целое следующее видео. Мы поговорим о недостатках и достоинствах многодиапазонных антенн и сложностях в их расчетах.